Итак, это свершилось. Примерно неделю назад мы переехали в наш новый дом. И если помните, я вам обещал более большое подробное видео по этому дому. Выполняю обещание. О чем будет это видео, на чем я хочу остановиться в нем. Первое – это коммерческая составляющая проекта под таким условным названием «Постройка дома на Самуи». В том плане, как мы это используем, что мы с этого имеем. И второе – это, собственно, более детальный обзор дома, что получилось, что не получилось, что бы я хотел изменить в будущем при постройке нового дома такого же плана. То есть в данном случае этот дом, в котором мы сейчас живем, в котором мы заселились, будет выполнять роль, что ли, шоурума, презентации, последующего строительства, последующего дома, который вы, в принципе, тоже можете приобрести. Сейчас переключу камеру. Так, здесь по соседству идет стройка, поэтому извиняюсь за, возможно, плохое качество звука. Итак, если помните, а если не помните, то можете обратиться к предыдущим видео на первый дом, который я построил 2 года назад. Что с ним сейчас? Сейчас мы его сдаем в долгосрочную аренду с предоплатой за 6 месяцев. Какова цена? Выходит по 30 тысяч в месяц. С учетом того, что мы его сдаем практически без мебели, то есть жильцы заселились со своей мебелью, это, в общем-то, цена по рынку, и обе стороны счастливы в данном случае. По поводу участка. Чтобы продать новый дом, мы заказали межевание текущего участка и разделили его на 3 части. Вот видите, столбики новые закопаны. Вот там еще за велосипедами красненькие. Вот там будет еще. Это свободное место, где мы построим еще один дом, аналогичный вот этому. Мы слегка подразгребли строительный мусор, отсортировали его. Это строительные леса, это остатки цемента, это остатки керамической плитки. То есть хотя бы минимальный порядок мы навели. Здесь я пока что уложил траву, но это не для эстетики, это чисто для скрепления грунта пока что. Да, по поводу коммерции. Что с новым домом? Сейчас я его покажу чуть-чуть. Мы его, в общем-то, можно сказать, продали. То есть технически он еще не продан, но есть договоренность о его продаже. Чего мы ждем? Межевание мы выполнили. Мы ждем, когда будут выпущены новые документы, новые чаноды на 3 отдельных участка. То есть маленький участок с готовым домом, маленький участок пока что пустой с утвержденным проектом под строительство, и больший участок со старым, условно говоря, домом. Как только у нас будут документы на руках, мы идем в земельный департамент и закрываем сделку купли-продажи. В общем-то, в результате этого к нам прилипнет какое-то количество денег. И этот дом, который я построю на вырученные от продажи деньги, я тоже планирую продать, но уже даже чуть-чуть дороже. Так что записывайтесь на просмотр. Да. И теперь показываю, что получилось.
Начну я, наверное, с заднего крыльца, с заднего двора. Что у нас здесь? Ну вот, как видите, это бак, это насос. Я пока что ничего не делал капитального, то есть я думаю, этим займутся все-таки уже новые владельцы. Здесь мы подвязали тряпочками выходы из септиков, чтобы комары не заводились в них. И посадили вот такую чудесную травку. Не ту, о которой вы думаете, это просто трава, которая хорошо связывает грунт, чтобы он не плыл, потому что пока что у нас неожиданно неделя дождей выдалась, слегка подмывает. Ну, он схватится, и мы еще подсыпем немножечко сверху. Я думаю, что все будет хорошо. Да, как видите, трава уже пустила ростки свежие. В общем, я думаю, что все это будет работать. Пройдемте на кухню. Вот это задняя дверь. Здесь какой-то нестандартный размер по проекту. Что-то вроде 90 на 214 сантиметров. В общем-то, не знаю, чем это обусловлено. Я думаю, что в дальнейшем я буду использовать другой стандарт, просто 90 на 200. Никакой насущной необходимости в такой высоте нет. Сюда я посадил планочки, как видите, декоративные. Здесь мы немножко обрезали, потому что вот эта колонна угловая не дает нам посадить на полную ширину планку. Но, в общем, выглядит достаточно прилично. По поводу кухни, кухонной стойки, плиты, ну, скажем так, если оставаться в позитивно-конструктивном ключе, то кухня выглядит обжитой. Я уже упоминал по поводу ширины столешницы. В следующем проекте я буду использовать ширину акриловой плиты 65 сантиметров, то есть это будет примерно настолько уже. По поводу дизайна, я думаю, что я его оставлю таким, как есть. Достаточно большая мойка, и, как видите, какой бы большой она ни была, ее вечно не хватает. Но есть место под микроволновку, под тостер, под кофеварку, под рисоварку. Расположение электроплиты достаточно удобное, как оказалось. То есть у меня были вопросы по вот этому месту, насколько оно здесь необходимо. Да, удобно. Снимаешь крышку левой рукой, кладешь ее сюда, и все это отлично работает. Вот здесь эта дверь, она для того, чтобы выключать в случае необходимости электропитания, выдергивать из розетки. Я думаю, в новом доме ее не будет. Эта электророзетка уйдет вот туда вниз, и там же будет подключение для нагревателя горячей воды и розетки под электроплиту. Соответственно, за счет того, что здесь будет уже, мы сможем поставить сюда двойную дверь. Мне очень нравится вот эта фирма, которая выпускает вот эти дверцы под тайскую мебель. В принципе, очень качественно сделаны, с автодоводкой. Здесь я буду использовать и в дальнейшем. По поводу этого окна. Есть мысль, что можно убрать это окно из проекта, заложить эту стену кирпичом, то есть сделать сплошную стенку, заложить, может быть, плиткой, вот так вот. Для чего? Чтобы навесить сюда полочки, шкафчики и крючочки и все такое.
То есть вот этой одной стены, если здесь обживаться и навешивать все необходимое, то ее, конечно, наверное, по-хорошему не хватит. Потому что сейчас мы, видите, храним, ну, мы здесь временно, мы храним вот все это так, а если жить постоянно, то, конечно, нужно будет это обвешивать. Поэтому от этого окна, в принципе, можно отказаться, наверное. И тогда вот это окно, я думаю, его стоит в следующем проекте сдвинуть немножко в эту сторону, ну, примерно вот на вот такую ширину. Для чего? Чтобы вот этот угол больше открылся для холодильника. Ну, так более эффективно пространство будет использоваться, на мой взгляд, потому что вот эта зона, она в любом случае, она слепая, то есть здесь ничего не поставишь, поэтому имеет смысл просто сдвинуть сюда окно. Ну, немножко сдвинется выключатель. Да, и этот выключатель с розеткой тоже сдвинутся немножко сюда в следующем проекте, потому что, видите, не всякая техника дотягивается. Ну, по-моему, ничего не забыл по поводу кухни. Дальше у нас, условно говоря, гостевая ванная. В общем и целом, я доволен, как сделали, но есть нюансы. Вот это навесная мойка, навесной умывальник. В общем-то, он не выглядит совсем уж похабно, но и не сказать, чтобы лакшери. Наверное, в следующий раз я буду все-таки использовать бетонную стойку здесь, бетонный козырек, и на него уже устанавливать мойку. На этот бетонный козырек я планирую установить акриловую плиту, такую же, как на кухне. Очень понравилось мне работать с этим материалом. Я боялся, что он хрупкий, но он, в общем-то, во-первых, прочный, но при этом все-таки податливый, хорошо режется, не крошится при резке. Ну, в общем, пока что одни плюсы. Вот такой плитой, я думаю, накрыть здесь и поставить умывальник, ну, то, что называется тай-стайл. Здесь, когда навесили эту полочку с зеркалом, ну, конечно, не обошлось без курьезов. Повесили они ее вот так, хотя должно быть вот так. И угадайте, что она не квадратная. То есть просто так ее перевесить не получится. То есть нужно сверлить дополнительное отверстие. Не буду я этого делать. Такой дизайн тоже имеет право на существование. Здесь должна быть установлена, стекло должно быть установлено здесь. Надеюсь, что оно будет. И тогда вот по поводу расположения вот этого элемента, от этой стойки, что мне не нравится здесь? То, что когда стоишь под душем, ты упираешься грудью, спиной, головой вот в этот держатель. Что можно сделать? Можно отодвинуть его в угол вот этой душевой кабины условной, и тогда он будет струя бить по диагонали, и тогда мы не будем упираться в стену, в эти углы. Ну, то есть будет хорошо. По поводу этого окна. Здесь, как видите, у нас двойная стенка по проекту, и это, в общем-то, работает в том плане, что можно сделать вот такую нишу под всякие принадлежности. Окно по проекту здесь должно быть 40 на 60 сантиметров. Не нашли мы такого окна и установили 50 на 60. Все это впритык. В будущем я это переделаю. Переделаю каким образом? Все-таки у нас здесь должны быть два окна. Одно здесь и одно здесь. И я сделаю их таки два. И таки размером 40 на 60. Но они будут не открывающимися, а просто
ну, внахлёст будут идти стекла, то есть одно вот так, другое чуть дальше внахлёст, и между ними щель для продувки, для вытяжки. Нет необходимости ставить открывающиеся двери, открывающиеся окна, потому что я держу это все время открытым для вентиляции. То есть я не пользуюсь вот этим вот элементом, он не нужен. Просто один раз поставить эти окна и забыть про них. Так, ну вот это мужская половина дома, лучшая половина пока что. Да, комнатка маленькая, но в принципе, как показала практика, всего этого достаточно. И по большому счету я здесь менять ничего не намерен, кроме есть вопрос с этими вертикальными окнами. Ну, вернее, с их установкой была эпопея. Все это было уже в последний момент. Я немножко более энергично взбадривал застройщика, чтобы он привез и установил окна. И он привез. Но проемы-то здесь 150 сантиметров, а он привез окна 180. Я даже не подозревал, что так можно протупить. И обнаружил это только на следующий день. Созвонились, говорю, так и так. С той стороны, естественно, соли. Забрали, поехали менять в строительный маркет. Привезли 150, но фиксированные, не открывающиеся. Да вы, блин, издеваетесь, думаю. Опять позвонил. Соли, забрал, повез менять. Нету открывающихся окон 150. То есть 2, 4 нет. Хорошо, говорю, бери 2 таких и 2 таких. В итоге мы установили 2 фиксированных окна. Ну, одно здесь, одно в другой спальне. И 2 открывающихся окна распашных с москитной сеткой. Но по размышлению трезвом, в общем-то, наверное, можно без ущерба для качества ставить фиксированные вертикальные окна здесь, потому что, ну, опять-таки, все это очень лениво. Поднимать жалюзи, открывать на себя москитную сетку, открывать вовне окна и так далее. То есть вот этого раздвижного окна вполне хватает для вентиляции. Напротив него дверь. Поэтому, наверное, в следующем проекте для простоты я буду ставить фиксированные окна сюда и не заморачиваться. Ну а в остальном сделали все очень хорошо. И потолочный вентилятор, и кондиционеры, и стены. Итак, продолжаем. На половине принцессы плюс-минус все то же самое. Аналогичные изменения я буду делать в этой ванной, такие же, какие в гостевой. Отличие этой спальни еще это круглое окно. Сюда я навесил ролеты. Все это мне нравится. Оставляем. Единственный косяк – это вот такое расположение выключателя. Почему-то мы это не предусмотрели на этапе проектирования, хотя, в общем-то, очевидно, что его нужно перенести вот на эту сторону, там, где сейчас выключатель ванной комнаты. Ну, пока что так. По поводу гостиной. В принципе, меня все устраивает. Оставляем как есть.
все достаточно удачно, эргономично. Небольшие, может быть, вопросы по поводу входной двери, но, как говорится, нет предела совершенству. Оставим так, как есть. Насчет крыльца и ступенек. Все это мы делали уже на последнем этапе и укладывали здесь плитку из остатков тех запасов, которые остались от строительства предыдущего дома. Но, в общем, получилось достаточно прилично. Вот это место, такой декоративный элемент, что ли. Я не знал, какое применение ему подыскать. Но, в общем-то, нашлось. Вот я обустроил свой спот, так сказать. Место для принятия кофе, для 10-минутной релаксации. Можно вот так хорошо посидеть, глядя на предыдущий дом, на горы, на пальмы и так далее. И теперь еще раз подытоживая, если вдруг получилось сумбурно и непонятно, что же в итоге у нас получилось? Следите за руками. 13 мая в наш старый дом заехали арендаторы. Соответственно, мы переехали в новый дом. Коммерческая выгода, как я уже говорил, 30 тысяч в месяц. Далее, теперь мы ждем, что после межевания будут выпущены новые документы о собственности на 3 отдельных участка. Соответственно, вот этот дом, в котором мы сейчас, должны будут заехать новые жильцы, которые, я надеюсь, таки купят этот дом. На вырученные деньги мы планируем быстро построить, как быстро, в течение 3-4 месяцев, так же, как и в данном случае, быстро построить новый, такой же, аналогичный дом, с небольшими изменениями, про которые я уже рассказал. То есть, фактически, в это время мы будем находиться в их доме. В крайнем случае, я им выплачу какую-то помесячную аренду. Устная договоренность есть, что они ждут, пока мы построим этот дом, ждут после покупки и не выгоняют нас моментально. И дальше, после того, как мы построим этот дом, мы переселяемся в него. Поэтому пока что мы здесь капитально не обустраиваемся, держим, образно говоря, чемоданы собранными и распакованными. Что дальше с этим домом? Не знаю, мы будем искать, наверное, покупателя и на него. Я не намерен прям держаться зубами. Если будет кто-то желающий купить этот дом, я его с удовольствием продам. Тем более, что уже никаких юридических, технических препятствий к этому нет. Земля разделена, и все это можно будет сделать значительно быстрее и без вот таких вот 3-месячных ожиданий, с которыми мы столкнулись сейчас. Да, и если то, что я вам рассказал, понравилось, ставьте лайк. Если есть какие-то замечания, предложения по поводу того, каким образом можно изменить, улучшить планировку, расположение будущего дома, оставаясь в рамках проекта, конечно, при этом, я буду готов выслушать. И надеюсь, до встречи в следующем видео. Пока-пока.